1876-м британский археолог Джордж Смит работал среди руин древней Ниневии, раскапывая библиотеку ассирийского царя Ашшурбанипала, одно из крупнейших хранилищ знаний древнего мира. За годы работы через его руки прошли тысячи глиняных табличек. Большинство из них содержали хозяйственные записи, религиозные тексты, царские указы и хорошо известные мифы. Но одна находка заметно отличалась от остальных. Это была небольшая глиняная табличка, покрытая необычайно плотной клинописью. Позже исследователи отмечали, что текст был нанесен настолько тесно, словно автор стремился уместить на ограниченной поверхности как можно больше информации. После этой находки Смит неожиданно замкнулся. Он перестал рассказывать о переводе и больше никогда не упоминал содержание таблички. Через 6 месяцев его не стало. После смерти его личные дневники были отправлены в Лондон отдельным грузом. Их было 7. Однако до места назначения добрались только 4. Спустя годы один из сотрудников музея утверждал, что видел все 7 журналов еще до их исчезновения. Проверить это сегодня уже невозможно. Не менее странной оказалась и судьба самой таблички. Долгие годы она не упоминалась в публикациях. По словам ряда исследователей, получить доступ к ней без серьезных академических полномочий крайне сложно. Но самое загадочное в этой истории – не исчезнувшие дневники и не закрытые архивы, а то, что именно сообщал этот текст. Но чтобы понять, почему эта находка вызвала столько споров, нужно разобраться, откуда вообще появилась эта табличка. Она была создана шумерами, народом, который оставил после себя первые города, первую письменность и десятки тысяч глиняных архивов. Именно благодаря этим архивам сегодня можно заглянуть в мир, существовавший более 4000 лет назад. Особую роль в шумерском обществе играли писцы и хранители знаний. Их задачей было не только вести хозяйственные записи, но и сохранять тексты, которые считались важными для будущих поколений. Один из таких текстов спустя тысячелетия оказался в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала, крупнейшем собрании древних знаний своего времени. Именно там Джордж Смит обнаружил табличку, о которой предпочел больше не говорить. По имеющимся данным, она была частью серии из 7 табличек. До наших дней полностью сохранилась только одна. По словам сотрудника Британского музея, говорившего анонимно в 2008-м, остальные были изъяты из публичного каталога в 1960-х, и их нынешнее местонахождение официально не зафиксировано. Сама сохранившаяся табличка небольшая, примерно 18 на 13 сантиметров. На первый взгляд это была обычная шумерская табличка. Однако уже первые попытки перевода показали, что перед исследователями находится текст, совершенно не похожий на большинство известных документов той эпохи. Библиотека, в которой была найдена табличка, считалась одним из крупнейших хранилищ знаний древнего мира. Ассирийский царь Ашшурбанипал собирал в ней тексты со всего Ближнего Востока. Религиозные гимны, медицинские трактаты, математические расчеты, дипломатическую переписку и древние легенды. До наших дней эти архивы дошли благодаря катастрофе. В 612-м до нашей эры Ниневия была разрушена, дворцы сгорели, а тысячи глиняных табличек оказались погребены под завалами. Огонь уничтожил город, но одновременно сохранил его документы, позволив им пережить более 2000 лет под землей. На этом фоне находка Джорджа Смита выглядела особенно необычно. Среди десятков тысяч хозяйственных записей, налоговых отчетов и царских указов обнаружился текст, не похожий ни на один другой документ из библиотеки. Уже в первых строках речь шла не о торговле, не о налогах и не о царях. Автор говорил о подсчете людей, некой оценке и моменте, который должен наступить в будущем. В табличке несколько раз повторяются 3 термина: Намулу – счет людей, Кингалу – оценка, и Ушумалу – великий ждущий. В разных переводах встречаются небольшие различия, но общая логика остается неизменной. Сначала ведется подсчет людей, затем называется конкретная отметка, а после ее достижения должно произойти некое событие. Эта отметка обозначена предельно точно – 7 миллиардов 412 миллионов. Именно здесь возникает главная загадка.
Когда табличка была создана, около 2400 года до нашей эры, население всей Земли составляло примерно 27 миллионов человек. Крупнейшие города насчитывали лишь десятки тысяч жителей, а представление о населении всей планеты тогда попросту не существовало. Поэтому удивляет даже не то, насколько близким к реальности оказалось указанное число. Гораздо труднее объяснить, каким образом величина подобного масштаба вообще появилась в тексте Бронзового века. Тем не менее, именно эта отметка была зафиксирована за тысячи лет до того, как человечество приблизилось к ней в действительности. По современным оценкам, рубеж в 7 миллиардов 412 миллионов человек был пройден в 2016-м. В древних текстах огромные цифры обычно служат символами. Они обозначают могущество богов, бесконечность времени или масштабы мифических событий. Здесь все выглядит иначе. Число встроено в последовательность действий. Сначала ведется подсчет людей, затем называется конкретная отметка. После этого должно произойти нечто еще. Именно поэтому некоторые исследователи считают, что речь идет не о пророчестве в привычном смысле, а о своеобразном условии, после выполнения которого начинается следующий этап. Любопытно и другое. Указанный рубеж приходится на уникальный период человеческой истории. Никогда прежде население планеты не было столь многочисленным, а сама цивилизация настолько взаимосвязанной. Спутниковая связь, интернет, глобальная торговля и мгновенный обмен информацией впервые превратили человечество в единую систему, охватывающую весь мир. Возможно, для автора таблички было важно не только количество людей. Возможно, значение имел момент, когда человеческая цивилизация достигнет определенного масштаба и уровня развития. После достижения указанной отметки, как говорится в табличке, они спустятся, откроют свод и пройдут среди сосчитанных. Но кто именно должен спуститься? Ответ начинается в следующем разделе таблички. После упоминания демографического порога писец неожиданно переходит к описанию устройства мира. Первая строка переводится так: «Небо – это свод, у свода есть стены, у стен есть конец». Подобные представления встречались у многих народов, которые воспринимали небо как некий купол, накрывающий землю. Однако далее автор делает то, чего обычно не делают мифологические тексты. Он пытается указать размеры этого свода. Высота приводится в древние единицы измерения. После пересчета получается значение около 135 тысяч километров. Именно здесь исследователи столкнулись с первой серьезной проблемой. Для шумеров подобная величина не имела практического смысла. Они не располагали ни инструментами для измерения таких расстояний, ни знаниями о строении околоземного пространства. Между тем, полученное значение оказалось близким к одной из реальных границ, существующих вокруг нашей планеты, области, которую наука смогла зафиксировать только после начала космической эры в середине XX века. Над сводом, как говорится в тексте, находятся воды. Над водами располагается область, названная местом наблюдателей. Именно там пребывают существа, которые не спят, не отворачиваются и ведут счет дням людей. Шумерское название этих существ – Игиги. В большинстве переводов это слово передается как «те, кто наблюдают». Любопытно, что речь идет не о богах, управляющих городами или принимающих жертвы. Автор подчеркивает совсем другую функцию. Игиги наблюдают. Они фиксируют, они ведут учет. Именно эта идея проходит через весь текст таблички и постепенно начинает связывать между собой все предыдущие фрагменты. Но кто такие игиги на самом деле? Игиги известны по десяткам шумерских и аккадских текстов, созданных в разные эпохи Месопотамии. Однако их роль далеко не всегда одинакова. В одних источниках игиги описываются как небесные существа, связанные с верхними уровнями мироздания. В других они выступают помощниками более могущественных божеств. Иногда их противопоставляют ануннакам, другой группе существ, которые чаще связываются с землей, подземным миром или управлением судьбами людей. Именно поэтому среди исследователей до сих пор нет полного согласия относительно того, кем считались игиги в древней традиции.
Одни видят в них самостоятельный класс божеств, другие считают их своеобразными небесными служителями, выполняющими определенные обязанности в устройстве мира. В одном из наиболее известных аккадских текстов, мифе Атрахасис, игиги появляются в довольно необычной роли. Они не выступают правителями мира и не принимают поклонения людей. Напротив, на них возложена тяжелая работа по поддержанию установленного порядка. Согласно тексту, на протяжении долгого времени игиги выполняют свои обязанности, пока в какой-то момент не поднимают восстание против верховного бога Энлиля. Ночью они окружают его жилище и требуют освободить их от бесконечной службы. Последствия этого конфликта оказываются неожиданными. Вместо того, чтобы наказать мятежников, боги принимают другое решение. Они создают людей, которые должны взять на себя часть работы, ранее выполнявшейся игиги. Этот эпизод заметно отличается от большинства мифов о происхождении человечества. В месопотамской традиции люди появляются не просто по воле богов, а как решение вполне конкретной проблемы. Не менее показательно и то, что в разных текстах число игиги постоянно меняется. В одних источниках их несколько десятков, в других – несколько сотен, иногда упоминается 600 игиги. Такое расхождение может говорить о том, что речь идет не о строго определенном наборе персонажей, а о целой категории существ, объединенных общей функцией. При этом сами функции описываются довольно последовательно. Игиги редко выступают покровителями отдельных городов. Они почти не участвуют в войнах, не основывают государства и не становятся главными героями мифов. Они наблюдают, и если верить тексту, наблюдение ведется из вполне определенного места. Табличка приводит несколько астрономических ориентиров, которые некоторые исследователи сопоставляют с областью пространства между Землей и Солнцем. По современным представлениям, именно там находится точка Лагранжа L1 – особая зона, где космический аппарат может длительное время сохранять практически неизменное положение относительно нашей планеты. Для древнего писца подобное описание вряд ли имело бы какой-либо практический смысл. Однако, с точки зрения современной космонавтики, эта область действительно представляет особый интерес. Объект, находящийся там, способен длительное время сохранять неизменное положение относительно Земли, постоянно удерживая ее в поле наблюдения и отслеживая происходящие процессы. Именно поэтому сегодня в этой области размещаются научные аппараты, предназначенные для непрерывного наблюдения за Солнцем и околоземным пространством. Среди огромного количества возможных точек в Солнечной системе это одно из мест, которое подходит для постоянного мониторинга нашей планеты. Если воспринимать текст таблички буквально, то игиги находятся не просто где-то на небесах и не среди далеких звезд. Автор помещает их в особую область пространства, откуда Земля остается видимой постоянно, словно речь идет о наблюдательном пункте, предназначенном для долгого и непрерывного контроля. На протяжении большей части своей истории человечество никогда не видело собственную планету со стороны. Люди наблюдали движение Солнца, строили сложные астрономические системы и составляли карты неба, но представить Землю целиком было невозможно. Лишь в 20 веке после начала космической эры появились первые фотографии, позволившие взглянуть на наш мир извне. Впервые человечество увидело Землю такой, какой ее мог бы видеть сторонний наблюдатель. Одинокий голубой мир, движущийся в огромном и пустом космическом пространстве. Игиги имеют лица из сияющего металла, глаза, которые никогда не закрываются, блестящие покрытия и голоса, ощущаемые скорее телом, чем слухом. По словам писца, они существовали еще до появления первых людей. Одна из поврежденных строк говорит о том, что они наблюдали за Великим потопом, но не вмешивались. Они лишь фиксировали происходящее и продолжали вести свой бесконечный архив человеческой истории. Игиги ведут летопись человечества, запись всех городов, народов и цивилизаций, когда-либо существовавших на Земле. Их не интересуют отдельные люди. Они наблюдают за процессом целиком, как строятся города, как вспыхивают войны и как исчезают целые культуры. Для них тысячелетия проходят так же быстро, как для человека проходят годы.
Но этим круг подобных историй не ограничивается. Во времена египетского фараона Эхнатона происходит одна из самых необычных религиозных реформ древности. Вместо десятков привычных богов центральное место занимает Атон – солнечный диск, изображаемый как круг в небе, от которого к людям тянутся лучи, заканчивающиеся человеческими руками. Для египетского искусства это выглядело крайне необычно. Большинство богов изображались в человеческом или животном облике. Здесь же источник силы находится высоко над миром людей и воздействует на него на расстоянии. На рельефах Амарны руки Атона передают символ жизни фараону и его семье, словно между небом и землей существует постоянная связь. Не менее интересны тексты храма Эдфу. Хотя сами надписи относятся к гораздо более позднему времени, египетские жрецы утверждали, что переписывают сведения из значительно более древних источников. В этих текстах упоминается эпоха, предшествовавшая известным египетским династиям. В ней фигурируют так называемые «старшие», существа, которым приписывали установление порядка, передачу священных знаний и создание основ цивилизации. Затем произошла катастрофа, после которой большая часть этого наследия была утрачена. Похожий сюжет встречается и в Месопотамии. Шумерские тексты рассказывают об Апкаллу, 7 мудрецах допотопной эпохи. Именно им приписывали появление письменности, астрономии, законов, строительства городов и ремесел. Они не основывают империи и не ведут армии. Их роль сводится к передаче знаний, после чего они исчезают из повествования. Через столетия тот же мотив появляется в книге Еноха. Там рассказывается о стражах, сущностях, наблюдающих за человеческим миром. Некоторые из них остаются лишь свидетелями происходящего, другие вмешиваются в ход истории и нарушают установленный порядок. Этой теме мы посвятили отдельный выпуск о книге Еноха и стражах, поэтому обязательно посмотрите его после этого видео. Если собрать все эти истории вместе, возникает довольно необычная картина. В разных регионах древнего мира снова и снова появляются рассказы о существах, существовавших до известных цивилизаций, наблюдавших за человечеством или передававших ему знания. Египет говорит о старших, шумеры, об Апкаллу и Игиги, книга Еноха, о стражах. Детали отличаются, но сама идея возникает слишком часто, чтобы полностью ее игнорировать. Именно здесь шумерская табличка становится особенно интересной. Она уже не выглядит странным текстом, случайно выпавшим из исторического контекста. Напротив, ее сюжет начинает перекликаться с целым пластом древних преданий, разбросанных по разным культурам. Но если допустить такую возможность, возникает следующий вопрос. Что именно должно было произойти, чтобы наблюдатели обратили внимание на человечество? На протяжении почти всей своей истории Земля оставалась практически незаметной. Даже если представить существование внешнего наблюдателя, обнаружить нашу цивилизацию было бы крайне трудно. Миллионы лет планета выглядела как один из бесчисленных миров, вращающихся вокруг обычной звезды. Ситуация изменилась лишь в прошлом столетии. Появление радио, телевидения, радаров, спутниковой связи, мобильных сетей и интернета превратило Землю в источник непрерывного потока электромагнитных сигналов. Уже более 100 лет вокруг планеты расширяется своеобразный пузырь искусственного излучения. Каждый радиопередатчик, каждый спутник и каждый радар отправляют информацию далеко за пределы атмосферы. Для современной астрономии именно такие сигналы считаются одним из главных признаков существования технологической цивилизации. Более того, человечество само ищет подобные следы в рамках программ поиска внеземного разума. И здесь возникает совпадение, которое сторонники этой теории считают особенно необычным. Отметка в 7 миллиардов 412 миллионов человек была достигнута именно в ту эпоху, когда человечество впервые превратилось в единую информационную систему планетарного масштаба. Впервые за всю историю Земля начала непрерывно передавать в космос признаки разумной деятельности. Возможно, значение имело не само число.
Возможно, речь шла о моменте, когда цивилизация становится заметной. Если это так, то самый важный фрагмент таблички начинается именно после достижения этой отметки. Нижняя часть артефакта повреждена сильнее всего, однако несколько ключевых строк сохранились достаточно хорошо, чтобы их смысл не вызывал серьезных разногласий. В тексте последовательно перечисляются 3 события: потемнение неба, содрогание основ и нисхождение. После этого наблюдатели должны пройти среди сосчитанных. Дальнейшие строки сохранились хуже. Именно здесь начинаются расхождения между переводами. Одни исследователи читают фразу как «возьмут принадлежащее им». Разница между формулировками существует, но общий смысл остается неизменным. После достижения определенной отметки происходит событие, в котором человечество становится не наблюдателем, а объектом действия. Особый интерес представляет термин, которым писец описывает этот момент. В шумерском языке использовано слово, обозначающее непредупреждение, невероятность и непророчество. Оно относится к событиям, которые уже считаются частью установленного порядка вещей. В других текстах этот термин применяется к движению небесных тел, смене времен года и явлениям, которые невозможно отменить человеческой волей. Затем следует последняя сохранившаяся строка. Она состоит всего из нескольких слов. «Мы – скот безмолвных». Никаких пояснений после нее нет. Нет описания того, кто такие безмолвные. Нет объяснения, почему используется именно это определение. Текст просто заканчивается. Возможно, перед нами всего лишь поврежденный религиозный текст, смысл которого со временем исказился из-за утраченных фрагментов, ошибок перевода и множества поздних интерпретаций. Возможно, число 7 миллиардов 412 миллионов оказалось случайным совпадением, а игиги были лишь очередными персонажами шумерской мифологии. Но факт остается фактом. 4500 лет назад эти слова были выдавлены на сырой глине неизвестным песцом. 1000 лет табличка пролежала под руинами разрушенного города. А теперь ее последняя сохранившаяся фраза обращена уже не к людям древности. Она обращена к нам. Совпадение это или нет, каждый решает сам. Напишите в комментариях, какая часть этой истории показалась вам наиболее странной. Число, игиги, египетские параллели или сам факт того, что весь рассказ оказался привязан к нашему времени.